Всем привет! Добро пожаловать на канал In Simple Russian, канал для тех, кто изучает русский язык. Меня зовут Ира. Начался Новый год, а начало года, как мы знаем, это пора новогодних обещаний. Многие из нас уже составили список своих целей. Я тоже составила список целей на этот год, и в этом видео я им с вами поделюсь. Я расскажу вам о своих новогодних обещаниях, а вы, в свою очередь, надеюсь, поделитесь своими. Если вы готовы, начнем. Первая моя цель: в этом году я буду серьезно изучать 2 иностранных языка. В одном из своих видео я уже говорила о том, что я очень люблю изучать иностранные языки. На сегодняшний день я говорю на 4 языках. На русском, естественно, это мой родной язык, на английском, на немецком и на испанском. Первый язык, который я буду серьезно изучать в этом году, это турецкий. Турецкий я начала изучать еще в 2022 году, и стыдно признаться, но я начинала его изучать, а потом бросала 4 раза. Турецкий – это один из самых сложных языков для меня. Он очень отличается от всех языков, на которых я говорю. Это мой первый агглютинативный язык. В то же время это один из самых важных языков в моей жизни, потому что это родной язык моего мужа. Это язык, на котором мой муж общается со своей семьей и на котором я тоже хотела бы общаться с ними. И поэтому в этом году моя цель – улучшить навыки говорения на турецком. Еще один язык, который я буду изучать в этом году, это французский. 3 месяца назад мы с мужем переехали на границу с Францией. Мы действительно очень близко к границе, что позволяет нам окунуться в языковую среду в любой момент. И вообще одна из главных причин, почему мы сюда переехали, это наше желание выучить французский язык. Но одного желания недостаточно, нужны конкретные и достижимые цели, поэтому я решила, что в первой половине года я буду практиковать чтение, аудирование и... что еще? Аудирование и произношение на французском языке, а во второй половине года я буду практиковать говорение. Je suis très motivée. Переходим к следующей цели. У меня есть еще одна языковая цель в этом году. И эта языковая цель может показаться немного странной, но я объясню. В этом году я буду как можно меньше говорить, слушать и читать на английском языке. Дело в том, что английский язык постепенно начал доминировать мой мозг. До переезда в Германию я долгое время жила в Соединенных Штатах, я там училась в университете и работала, и английский потихоньку стал моим первым языком. Английский – это язык, на котором я теперь очень часто гуглю, читаю что-то, смотрю фильмы, слушаю подкасты, разговариваю со своими друзьями и, естественно, также думаю. Помимо этого, английский – это язык, на котором я чаще всего говорю со своим мужем. Хотя мы, конечно, тоже говорим иногда на немецком и на русском. Как-то так получилось, что наши с мужем отношения начались на английском языке, хотя мы познакомились через приложение для обмена языками. Я тогда хотела улучшить свой немецкий, а мой муж хотел практиковать русский. Но, как я уже сказала, каким-то образом английский стал языком наших отношений. В чем, спрашивается, проблема? В том, что английский мне мешает практиковать другие мои языки.
И поэтому моя цель в этом году меньше английского. Я решила так. Гуглить я буду на русском, немецком и испанском. Читать я буду на русском, испанском, немецком и французском. С мужем разговаривать на немецком, русском и турецком. И смотреть я буду только турецкие сериалы в этом году. Слава богу, недостатка в турецких сериалах нет. Переходим к цели номер 3. Создавать и публиковать контент регулярно. У меня 2 рабочих проекта, и оба проекта связаны с изучением русского языка. Как я уже сказала, мне очень нравится изучать иностранные языки. Вообще, моя первая специальность – это учитель немецкого языка. На учителя я училась еще в России, в моей родной Уфе, в Башкирском государственном педагогическом университете. Но учителем я никогда не работала. Так получилось, что когда я закончила универ, в моей судьбе произошел резкий поворот. А именно, я переехала в Соединенные Штаты, я выучила там английский до уровня носителей и напрочь забыла немецкий язык. Я также выучилась на инженера гражданского строительства в Техасском университете в Остине и даже работала в строительстве. И все это продолжалось до 2020 года. В 2020 году в моей судьбе произошел еще один резкий поворот. Я встретила своего мужа и уехала в Германию. К чему я все это говорю? Когда я переехала в Германию, передо мной встал выбор: стройка или языки. И недолго думая, я решила вернуться к своей первой страсти, к языкам. Теперь моя цель — быть в сфере изучения иностранных языков и зарабатывать этим в один прекрасный день себе на жизнь. Именно поэтому в этом году я буду усердно работать над своими 2 проектами. Первый проект — YouTube, этот канал In Simple Russian. До сих пор я не публиковала регулярно на моем канале, но это изменится в этом году. У меня очень много различных идей для всякого рода контента. И, кстати, если у вас есть какие-то интересные идеи и вы хотели бы увидеть что-то определенное на этом канале, пишите в комментариях. Я всегда рада вашим комментариям. Второй мой рабочий проект — это Readline. Некоторые из вас уже знают этот проект. Readline — это приложение, которое позволяет вам читать и слушать интересные короткие тексты на русском языке. Этот проект я разрабатываю с 2 любителями иностранных языков, с моим мужем и с нашей подругой Таней. Само приложение программирует мой муж, а мы с Таней пишем, переводим и озвучиваем тексты. И мы даже создаем картинки для них. Кстати, Таня пишет очень клевую и информативную рассылку, в которой она объясняет интересные факты о русском языке, грамматику, а также мемы. Куда же без них? Без мемов никуда. В этом году мы планируем добавить много новых функций. Мы создаем это приложение для вас, и поэтому мы хотим создавать его вместе с вами. Попробуйте Readline и пишите ваши отзывы в комментариях или к нам на почту. Идем дальше. 4-я цель в этом году — уделить внимание своей творческой стороне. Когда-то давным-давно, еще подростком, я ходила в художку. В художке я училась рисовать, писать акварелью и гуашью, а также лепить из глины. Это было очень и очень давно, и с тех пор меня как-то не тянуло рисовать или писать акварелью или делать что-то еще в этом роде.
Но весной прошлого года мы съездили в Испанию, в Галисию, и там мы повстречали группу художников. Эти художники выходили на улицу, на пленэр по выходным и рисовали или писали акварелью. Пару раз я присоединилась к этой группе. Я купила самый дешевый альбом и карандаши, и пошло-поехало. Я изрисовала весь этот альбом, рисовала почти каждый день. Я сейчас вам что-нибудь покажу. Покажу только самые удачные рисунки, чтобы у вас сложилось хорошее впечатление о моих способностях. Вот это, к примеру. Узнаете? О, вот это мне очень нравится. И один из моих самых любимых. Где он? Вот. Это мое самое любимое, наверное. Так вот, когда альбом закончился, я благополучно перестала рисовать. Но я купила новый альбом. В этом альбоме 100 листов, и поэтому моя цель в этом году изрисовать весь этот альбом, нарисовать 100 рисунков, и да, пора начинать. Вот мы и добрались до последней цели в моем списке. Последнее обещание, которое я даю себе в этом году, это побольше двигаться. До переезда сюда мы с мужем жили в Мюнхене, где я регулярно занималась болдерингом. В 10 минутах ходьбы от дома был скалодром, что позволяло мне заниматься болдерингом регулярно, где-то 2-3 раза в неделю. Здесь же, где мы сейчас живем, ближайший скалодром в 40 минутах езды, а это для меня очень далеко. Обычные фитнес-залы меня не привлекают. Что остается? Бег трусцой. В одном из своих видеороликов я уже упоминала, что я терпеть не могу бег трусцой, но на самом деле бег трусцой — это один из самых лучших способов, один из самых легких способов поддерживать себя в физической форме. Что нужно? Удобные кроссовки и желание. Удобные кроссовки у меня уже есть, а это полдела. И поэтому в этом году я попробую бег трусцой. Я пообещала себе, что когда начнется весна и погода будет лучше, я переступлю через себя и для своего физического здоровья начну бегать. Ну а пока я буду кататься на велосипеде. Здесь в окрестностях, рядом с нашей деревушкой, есть очень много клевых, живописных велосипедных дорожек. Моя цель – кататься на велосипеде регулярно и к лету быть готовой съездить в 3-4-дневную поездку в какую-нибудь Швейцарию, например. Это все. Теперь ваша очередь. Поделитесь в комментариях, какие у вас цели на этот год, какие обещания вы дали сами себе. И главное, что вы будете делать для того, чтобы достичь этих целей в этом году. Удачи во всех начинаниях, и мы увидимся в следующем видео. Пока-пока!